Здравствуйте, мои дорогие люди! Чего он добивается своим молчанием? Вот такая тема сегодня. И я разложу для вас Ленорман и Таро. Устройтесь так, чтобы вы могли выговориться со своим Высшим Я, с Творцом, узнать, чего он добивается своим молчанием, провести время, чтобы расслабиться и получить советы от карт. Можно выбрать Таро или Ленорман. Я всегда советую смотреть весь расклад, чтобы не пропустить какую-то важную информацию. Чего он добивается своим молчанием? Ваш мужчина. Его можно загадать, представить себе или просто посмотреть даже вот как бы нейтрально, да? Все равно советы обязательно получите. Чего он добивается своим молчанием? Я возьму для начала 3 карты. Таро. И еще добавим 3 карты Ленорман. Чего он добивается своим молчанием? Еще 3-ю карту. И посмотрим с вами. Вначале на Таро давайте посмотрим. Карта Звезда. Хочет, чтобы вы признали, что он звезда. Вот такая карта. Он хочет, чтобы вы признали, что он звезда. 6 чаш. Хочет, чтобы вы его полюбили. Может, он не уверен в ваших чувствах. Может, хочет, чтобы вы дали ему подарок своего внимания. И у нас здесь еще паш чаш. То есть, вы знаете, это человек, который имеет любовные хлопоты к вам. Вот такой расклад. Сейчас покажу, девочки и мальчики. Любовные хлопоты. Карта Звезда, старший аркан. И это очень хорошо. Чего он добивается своим молчанием? По идее, карта Звезда может говорить о том, что вы для него как звезда недосягаемая, и он хочет своим молчанием привлечь к себе внимание. Но, во всяком случае, это хорошая карта. Мечта сбывается. Хорошая карта. А потом у нас здесь еще 6 чаш говорит, что он, может быть, не молчит вовсе, а готовит вам какой-то сюрприз приятный, подарок. В общем, что-то приятное хочет сделать. И он вовсе не молчит, а разговаривает с вами каждый день. Это карта любви. И паш чаш – это любовные хлопоты. Он сейчас хлопочет о чем-то. Он, в общем-то, ничего плохого, во всяком случае, не замышляет. Я здесь не вижу никакой соперницы, ничего подобного. Давайте еще посмотрим на Ленорман в начале. Совы, мужчина и развилка. По Ленорман у него сейчас какая-то дилемма. Он сейчас решает какие-то проблемы. Посмотрите, видите, мужчина в центре, неважно какого он возраста, но вот это он. Он сейчас хочет решить какие-то проблемы и может, ведет какие-то переговоры, может быть, на работе, совы, да, может, мудрость какую-то хочет получить от своего молчания, может, хочет разобраться, что он делает неправильно. А это неплохая карта. Во всяком случае, о вас он точно думает. Он, в принципе, ничего плохого не добивается. Но я вижу, что по этому раскладу на мужчине может быть какое-то негативное влияние, потому что карта развилка вышла. Кто-то утаивает от него какую-то информацию о вас, кто-то его обманывает, кому-то он перешел здесь дорогу, да, карта развилка с мужчиной, видите, кому-то он перешел дорогу, кто-то им недоволен, или может на нем какой-то элементарно приворот какой-то женщины, которая не ведает, что делает. Возьмем еще 2 карты. И я посмотрю пока на Таро. Пусть эти карты пока они переварятся здесь. Поварятся тогда в любовном напитке. А я посмотрю на Таро. Ну что ж, 5 чаш. Вы знаете, он себя обвиняет в чем-то, может быть. 5 чаш – это он анализирует свое прошлое и смотрит, где он что сделал не так. Что-то, может быть, подкорректировать. Что-то он не понял до конца. Где-то он повел себя не как мужчина. В общем, он размышляет. Он размышляет, он не просто молчит.
происходит обновление у него, понимание вашей пары. И старший аркан Солнца, но это очень хорошо. Потому что Солнце мне сразу говорит, что мужчина у вас очень заинтересован, и он будет стремиться к встрече. Вот это карта Солнца. Он сейчас размышляет, как сделать так, чтобы ваши отношения были успешными. Здесь как предложение читается: Солнце – успех, а пятерка чаш именно в этой колоде размышления о прошлом. Он размышляет, делает выводы. Молчание у него, оно не бездействие. Молчание у него, оно такое продуктивное. Он хочет найти те точки, где в ваших отношениях, да, те моменты, где он себя повел не как мужчина, недостойно, или же пообещал, не сделал, чтобы он мог переделать. В общем, довольно неплохо. Если я смотрю весь расклад на Таро, 2 старших аркана, и причем такие хорошие, звезда и солнце. Вы для него как звезда и солнце. Вот понимаете, когда выходят 2 небесные карты, вот такие, звезда и солнце, это желание исполняется. У него желание, чтобы вы встретились еще, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы любили друг друга. У него желание на примирение. Понимаете? Он как бы ищет эту путеводную звезду, потому что звезда, путеводная звезда, когда вместе с Солнцем. Солнце – это тоже звезда. Звезда «Желтый карлик» называется, да? Но она не желтая, в космосе она выглядит белая, но ученые прозвали Солнце наше «Желтый карлик». А в мире квадриллионы таких солнц, как наше, во Вселенной я имею в виду, да? И это все равносильно людям, потому что у нас уже 8 миллиардов людей, и каждый человек имеет свое солнце в гороскопе. И я вижу, что здесь, понимаете, солнце – это его звезда, это он хочет, чтобы вы примирились. Это очень хорошо. И потом по этим картам я вижу 6 чаш. Он, скорее всего, какой-то сюрприз готовит. Он хлопочет, у него какие-то любовные хлопоты. Он хлопочет, чтобы какой-то сюрприз сделать вам. Так что здесь прекрасно все идет. О чем говорит его молчание? В общем, неплохо, довольно неплохо. Я возьму карту совета, 2 перейду на Ленорман. Я хотела бы сделать экспресс-расклад небольшой, чтобы посмотреть на сегодняшний день. Такие расклады – это размышления вслух. Вы можете их смотреть сколько хотите, сколько вам в кайф. Да? Итак, я здесь хочу сказать, что он вышел собственной персоной, так что он не молчит, он с вами каждый день разговаривает, может быть, внутренним голосом и так далее. Но вот эти 2 карты вместе, совы и развилка, иногда говорят, что на мужчине есть какое-то негативное влияние. Понимаете? Смотрим эти 2 карты, что скажут. Башня и метла. На работе неприятности у мужчины. Вот понимаете, вы думаете, что он молчит, потому что, может, на вас дуется или охладел. У него на работе неприятности. У многих это проиграется. Не у всех, конечно. Может быть, просто много работы. Это тоже так переводится. Много работы. На работе могут быть сплетни, склоки. Негативное влияние именно на работе у мужчин. Видите? У него на работе негативное влияние. Что-то на работе на него очень негативно влияет. Либо начальник у него скандальный по плеткам, либо коллектив склочный. Но это очень сильно плохо на нем отражается. Он истощен, мужчина. Может, поэтому он молчит, он не хочет прийти вам нервы портить. Рассказывать, как ему плохо жить на белом свете, он считает, что это недостойно. Может, поэтому он молчит. Но он, в принципе, я не вижу, чтобы он там злился на вас или еще что-то. В принципе, он готов выйти навстречу, все-таки совы. Он все-таки найдет к вам дорогу. Возьмем еще совет. И посмотрим вначале совет на Таро. Я сделаю еще фотографию, прикреплю в конце, чтобы вы ближе увидели. Но я показываю. Итак, какой же вам дается совет? 6 меча. Не волнуйтесь. Не воспринимайте все на свой счет. Не накручивайте себя. Не делайте ложных выводов. Не унижайте свое достоинство. Продолжайте жить своей полноценной жизнью, занимайтесь собой. Когда у нас есть время для себя, мы начинаем восполнять, где у нас прорехи есть, в ауре такие пробоины, как на войне, да?
когда вас обижали, и вы не залатали эти пробоины, а как бы, мне и так сойдет, я потом о себе позабочусь. Сейчас время о себе позаботиться. Не откладывайте это, потому что дороже жизни еще нет. И 6 меча – это вы себе подрываете здоровье, психическое здоровье. Этими эмоциями, накручиванием себя, не накручивайте себя. Посмотрите расклад, успокойтесь, отдохните. Утро вечером мудренее вот по этой карте. Отдохните и не волнуйтесь, потому что у вас будет, это исход. Это то, что вы избавитесь от проблем. 6 меча – это единственная карта в мечевых картах, которая говорит, что да, сложный путь, но выход есть, и вы избавитесь от проблем. То есть вы с ним встретитесь, договоритесь, поймете друг друга, и уйдут все распри. Вот так, такой совет. Что сказали карты, то перевела вам, дорогие. Смотрим на Ленорман. Еще одни птицы вышли. Здесь 2 колоды, кто не знает. Вишневые и лиловые сумерки. И если вышли 2 карты, это место силы. Вначале вышли у нас совы, да, а потом еще и просто птицы вот такие на лиловых. Совы – это вишневые сумерки. Говорит о каких-то, может быть, серьезных разговорах, может быть, с матерью серьезные разговоры, с детьми. Может быть, серьезные разговоры с его начальником предстоит. Здесь все-таки карта работы вышла и неприятности на работе. Может, мужчине предстоит или сменить работу, подумать о другой работе, где лучше платят. Это совы, да, это какой-то серьезный разговор. Или у вас с ним намечается какой-то серьезный разговор, который поможет вам лучше понять друг друга. И вот в совете вышла карта еще одна птицы. Это двойная карта, да, двойная плюс еще одна двойная. Говорит о том, что это место силы. Говорит мне расклад четко, что у вас с ним состоится общение, встреча, свидание и разговор. Разговор будет о любви, разговор будет о дальнейшей судьбе ваших отношений, разговор будет серьезный. И, знаете, без обмана, без вот этих виляний. Простой, четкий, по делу прямой разговор. Обязательно будет общение. Здесь признание может быть в любви. Очень хороший расклад. Смотрите, признание в любви мужчины. Хороший знак. Вы знаете, вот если так посмотришь, у нас в этом раскладе место силы – это птицы. И мне это намекает на то, что мужчина не просто молчит, он собирается с мыслями. 2 раза общение проходит, да. Сова – это его мудрость. Он собирается с мыслями, он хочет все организовать у себя в голове, чтобы прийти к вам уже с какими-то действенными планами, с каким-то результатом уже хочет прийти, да, поэтому он медлит, он хочет прийти уже с каким-то результатом, он хочет что-то в руках принести, не просто так прийти, да, уже какой-то результат хочет иметь, так что он не медлит, он решает какие-то дела, он решает, может быть, и преграды, может, третьи лица или препятствия финансовые, какие-то бытовые, но он решает какие-то дела. Может, переговоры какие-то идут, может быть, с собой, с вами он поговорит, он все вам объяснит. Он объяснит, почему он молчал так долго. Он придет и скажет. Не сомневайтесь. Так что я здесь вижу, что мужчина собирается с мыслями вот в 2 словах, и у вас с ним состоится разговор. Серьезный, мудрый. И по карте лиловые сумерки разговор любовный. То есть с положительным исходом. Вот такой расклад, девочки. Так что все, что здесь имела, донесла до вас. Решила сделать экспресс-расклад. Люблю вас, обожаю. И я знаю, что на моих раскладах вы можете расслабиться, получить советы от карт, получить совет на будущее, провести хорошо время в компании друга, который вам предан. То есть все в одном флаконе. Я вас очень люблю, обожаю и знаю, что мы еще с вами обязательно увидимся. А я вам желаю счастья, денег много, успеха, любви. Это все у вас обязательно будет. И пока у меня, девочки, все. Больше вам здесь ничего не скажу. Но я знаю, что мы очень скоро с вами опять увидимся.